Конференция сегодня наша на тему «Национальный вопрос и укрепление единства российского народа», где, Гаджимет Каримович, мы вас попросим рассказать о ближайших планах работы комитета по делам национальностей. То, что было сделано комитетом до этого, и уже то, что планируется сделать. Ну, а также традиционный, наверное, вопрос, который касается нашего многонациональной страны, народа, о том, как остановить рост межэтнической и межконфессиональной напряженности. У нас запланировано много круглых столов, есть парламентские слушания, есть выездные заседания комитета. Я вот коротко хотел бы остановиться. Это вот сейчас интересная тема, которая, ну, собственно, не одна интересная тема, а очень много интересных тем было обозначено вот в той статье Владимира Владимировича Путина, посвященной как раз-таки национальным отношениям. И один из моментов там был, это момент, связанный, значит, с миграцией, внутренней миграцией. Даже не столько с внешней миграцией, а с внутренней. И почему я как бы обратил это внимание на серьезность этого явления? Потому что внутренняя миграция, она у нас есть. Я не скажу, что она очень высокая, что выше, чем в каких-то странах. Обычный стандартный вариант, хотя вот, вы уже извините, я среди вас нахожусь, некоторые средства массовой информации, они иногда и завышают, и возникают такие термины, как там, что, ну, в основном, это, значит, количество людей, большинство, Северного Кавказа. Ну, связано это с безработицей, есть какие-то моменты еще. И поэтому здесь очень важный момент понятий таких: внутренняя миграция и мобильность населения. Вот у нас, если не будет этой мобильности населения, они очень связаны, то это очень серьезно ослабляет экономику. Если вот мы вспомним период, советский период, это строительство БАМ, освоение целины, строительство Норильского никеля. Каким образом осуществлялось? Был призыв, люди разных специальностей, разных национальностей, они все собирались, и происходила концентрация населения высококвалифицированного, в определенной степени технически квалифицированного, на определенных направлениях экономики. И таким образом решались экономические вопросы. И здесь очень важно, с одной стороны, значит, мы поэтому готовим такой круглый стол. Очень важно, с одной стороны, прав Владимир Владимирович, в том плане, что надо те регионы, откуда исход идет такой, экономику там улучшать. Ну, понятно, что человек никуда не будет перемещаться, если у него все хорошо. А с другой стороны, иметь возможность все-таки использовать потенциал различных регионов и такого густонаселенного региона, как Северный Кавказ. В решении вот проблем там освоения каких-то земель, строительства каких-то объектов крупных. То есть вот в этом плане, значит, мы подготавливаем сейчас круглый стол, с одной стороны. С другой стороны, мы связали внутреннюю миграцию с таким понятием, как внутренний туризм. Потому что, развивая туризм, мы тем самым даем возможность людям внутри страны ознакомиться с культурой, бытом, значит, тех регионов, в которых они не бывали. Мы прекрасно изучили Канарские острова, Турцию, там, Ближний Восток, там, Дальний Восток. Но Дальний Восток своей страны знаем плохо. Знаем плохо прекрасные регионы, там, Сибири, прекрасные регионы европейской части страны. И тем самым, вот путем такого обмена мы привлекли Ассоциацию туроператоров, Российский государственный университет туризма и сервиса, значит, еще ряд организаций, с тем, чтобы провести такой круглый стол, который бы позволил бы наметить пути решения двух проблем. И туристическую отрасль как бы поднять, и поднять, вот будем так говорить, национальный уровень, престиж, значит, так, межнациональное понимание между народами. Потому что известно, любой визит в любой другой регион очень здорово обогащает, ну, по себе знаю, каждого. Вот в таком направлении, это один. Еще один момент. У нас, поскольку регион Кавказа, он фигурирует и во многих планах Минрегиона, уделяется огромное внимание проведению мероприятий там. Значит, комитет тоже согласился как бы с предложением Народного собрания Республики Дагестан провести совместное заседание
на базе значит, Народного собрания в Махачкале в июне выездное заседание комитета. И там обсудить вопросы, связанные вот как раз-таки с межэтническими, этнокультурными отношениями, обсудить проблемы противодействия терроризму, экстремизму. И, значит, здесь как бы, с одной стороны, на примере Дагестана, к сожалению, многие, значит, знают о безопасности, проблемах безопасности. Но, с другой стороны, есть очень много положительного, что есть в Дагестане, в других республиках Северного Кавказа, в плане межнационального взаимодействия и длительного, более 1000 лет проживания без конфликтов между собой. Гаджимет Каримович, что вы предпринимаете для комитет, какие законопроекты готовят для того, чтобы остановить рост межэтнической и межконфессиональной напряженности? Есть идея создания закона, закон, который будет регулировать национальную политику. Это межнациональное, межэтническое там взаимодействие. Есть такой закон. Готовится он, вернее, не есть, а готовится. И поскольку вот многие задачи, еще раз хочу сказать, были определены в статье Путина по национальному вопросу, они очень четко так вот складываются в систему, которая при обсуждении, дополнении, некоторых изменениях, она может, в общем-то, быть основом для закона, значит, по национальной политике. Потому что есть, много есть поправок к разным законам, но в целом общее такое стремление к созданию закона, потому что закон нужен. Это раз. Второе, практически нет, вот вопросы национальной политики распределены. Часть Минкультуры, часть Минрегион, часть Минфин. То есть везде они есть и нигде их нету. Финансирование по Минрегиону составляет там 500 миллионов рублей. Ну, за 500 миллионов рублей национальную политику не построишь. Тем более она распределена по разным стадиям. Нет элементарно даже ФЦП какой-то, федеральной целевой программы, которая была бы целенаправленно действовала в этом направлении. Поэтому вопрос, может быть, и правильно подняли, и вот здесь отметил это Владимир Владимирович в том плане, что, видимо, надо создавать какой-то орган. По крайней мере, будет концентрация финансов в одном месте, и будет орган, который будет отвечать. А сейчас никто ни за что не отвечает. Каждый говорит, я делаю свое дело, но реально никто ни за что не отвечает. Минкультуры, они проводят мероприятия, фестивали и так далее. Но вы знаете, это фестивали, они не решают этой проблемы, так же, как мероприятия Минрегиона. Там проводим форум молодых ученых, там что-то делаем, здесь что-то. Это те звенья, те плоды, которые должны быть на дереве. Дерева нет. А чтобы это дерево было, необходим вот именно закон о национальной политике, необходима строка в бюджете. У нас есть национальная оборона, у нас есть национальная экономика, давайте ведем национальная политика. Может быть, не сегодня это. Может быть, это будет там, допустим, к концу года, в следующем году. Но об этом думать надо, потому что без этого наши разговоры останутся разговорами. Мы будем громко говорить о дружбе народов, реально не делая ничего. Было высказывание Владимира Владимировича Путина относительно приезжих из Кавказа, в том числе в центральные регионы, относительно их поведения. Да. Вот какой-то ваш комментарий по этому поводу. Ну, я скажу так, что вот когда говорят, танцуют лезгинку на Манежной площади, ну, это танцуют или дураки, или провокаторы. Потому что у нас, везде можете посмотреть, нигде на улицах никогда лезгинку не танцуют. Если только это не демонстрация, там посвященная праздник какой-то. Никогда этого нет. И это глупость чистейшая. То же самое, когда говорят, кто этого барана резал, где этих баранов резали, это, я считаю, тоже провокация. Не режут баранов, наоборот, закон существует, по которому судят, наказывают людей, которые в неположенном месте начинают заниматься подобным жертвоприношением. Конечно, это не должно быть. Ну, нельзя ходить, будем так говорить, в чужой монастырь со своим уставом. Это естественно. Закон надо соблюдать. Нарушил он, значит, надо наказывать. Неважно, в какой республике, какой национальности, какого вероисповедания. Если у него по вере что-то надо делать, пусть делает там, откуда он, в определенных там местах, положенных этому. Поэтому в этом плане
я считаю, что правильно, нельзя. Вот, хотя там нам сказал, был такой, вчера, по-моему, я смотрел передачу НТВшники, можно ли, говорит, частушки, говорит, русские частушки петь в Махачкале? У нас поют их на площади, частушки поют. Ничего страшного в этом нет. Нормально. Мы еще и подпеваем. Я просто хочу сказать, что это человеческие отношения. Но вы в чужой дом идете в гости. Если принято снимать обувь, вы будете в грязных сапогах ходить по красивым коврам или по красивому паркету? Нет, не будете ходить. Вы снимете. Положено вначале чай выпить, потом к еде приступать. Вы будете так. Есть законы, каждый народ создает для себя удобные вещи. И когда приезжаешь туда, надо уважать тех людей, к которым приехал.